Самой обсуждаемой новостью на крипторынке в ноябре стали не только слухи о потенциальном одобрении биткоин ETF, но еще и громкие обсуждения ухода CZ с поста гендиректора Binance, который он занимал с момента создания биржи еще 6 лет назад. И эта новость, конечно же, повлияла на инвесторов, которые сразу же вывели с биржи более $1 миллиарда, ведь никто не знал, чем может закончиться разбирательство с Министерством юстиции США. Тогда было много версий, что уход CZ и приход нового руководства кардинально изменит Binance, но проходит всего одна неделя, и Binance как была на первом месте в рейтинге бирж, так и осталась. А данные о притоке капитала показывают, что за 7 дней на биржу вернулось более $7,5 миллиардов, хотя до ухода CZ было на 1 миллиард меньше. Вполне логично было бы сказать, что это связано с положительным настроением на крипторынке, ведь биткоин пробил новый годовой максимум. Но реальная причина, по которой инвесторы продолжают использовать Binance, и она до сих пор занимает первое место, это ее надежность. Да, друзья, Binance была создана всего 6 лет назад, но за это время ей удалось устоять всем проблемам, которые были на крипторынке. Это рекордное падение, банкротство, угрозы взломов и так далее. А если говорить о ее влиянии на криптовалюту, то достаточно посмотреть на объемы торгов и количество активных пользователей, которое составляет почти 13 миллионов. Вот поэтому сегодняшнее видео мы сняли для того, чтобы разобрать, как Binance продолжает занимать лидирующие позиции на рынке и какое влияние это окажет на криптовалюту в будущем. Поэтому смотрите видео до конца, ведь сегодня вы также узнаете, как всего за 180 дней CZ создал самую успешную криптобиржу в мире. А перед просмотром обязательно поставьте лайк, чтобы новое видео вышло гораздо раньше. Вам я желаю приятного просмотра, вы на канале Coin22, меня зовут Влад, мы начинаем. Итак, друзья, начать сегодняшнее видео я бы хотел с последних новостей, которые связаны с Binance. Во-первых, вопрос с Министерством юстиции США был закрыт, и теперь остается только ждать февраля, когда судья озвучит окончательное решение. А на днях стало известно, что до всех этих событий в ноябре Binance была полностью готова, поскольку по данным Bloomberg, еще на встрече в сентябре руководство биржи предупредило своих главных маркетмейкеров, которые обеспечивают стабильную ликвидность на рынке. Представители Binance заявили, что они легко могут покрыть штраф в размере $4 миллиардов, чтобы все клиенты Binance без всяких угроз продолжали торговать на платформе. А то, что все пользователи без каких-либо опасений продолжили торговать на Binance, свидетельствуют данные о притоке нового капитала. Криптофирма Nansen предоставила отчет, что за последние 7 дней Binance получила чистый приток депозитов только в эфириуме на сумму $87,4 миллиона. Также первоначальные резервы Binance в биткоинах упали на 17% по сравнению с историческим максимумом. Но биржа снова начинает наблюдать приток биткоина, ведь с момента первоначального оттока биткоин-баланс Binance вырос почти на 1%. Для сравнения, резервы биткоина FTX были исчерпаны на 99,9% по сравнению с ее максимумом, когда в ноябре 2022 года с биржи начали выводить абсолютно все. И согласно выводам Nansen, Binance вернулась к стабильному уровню резервов, как это было ранее. Причем, если сравнивать резервы Binance с другими биржами, она уверенно занимает первое место. В принципе, это то, о чем я говорил ранее, надежность. Binance не один раз предоставляла отчеты о своих резервах, которые даже превышают количество средств клиентов. Вот поэтому все уверены в том, что если с биржи нужно будет вывести даже $1 миллион, Binance без каких-либо трудностей проведет такой платеж. Но почему все доверяют именно Binance, а не другим биржам? Чтобы ответить на данный вопрос, я бы хотел вспомнить историю создания этой биржи. Ведь вы не поверите, но CZ запустил Binance всего за полгода. Несмотря на азиатские корни, Чанпин Жао родился в Канаде, где жил со своей семьей, как и другие мигранты. Поскольку CZ учился на факультете информатики, ему приходилось совмещать свою учебу с работой в Макдональдсе. Но после того, как он окончил универ, и он имел очень хорошее знание в программировании, ему удалось поучаствовать в создании инновационного ПО для токийской фондовой биржи и терминала Bloomberg. Главным хобби CZ был покер, и он даже хотел стать профессиональным игроком, но всю его жизнь перевернул 2013 год, потому что именно тогда CZ впервые узнал о биткоине, и он продал все свои сбережения, в том числе и квартиру, чтобы купить это цифровое золото. Кстати, если вы также купили биткоин в 2013 году, ставьте лайк. И CZ верил в биткоин сильнее Майкла Сейлора, потому что когда биткоин упал с 600 до $200, он продолжил его накапливать. Изучая крипту, CZ некоторое время поработал в команде разработчиков кошелька блокчейн, которым многие пользуются и сейчас. А также он был техническим директором криптобиржи Okcoin. Но еще тогда CZ понял, что на рынке нет надежных, а главное функциональных бирж, которые могли бы предоставить хороший сервис своим пользователям. Вот поэтому в 2017 году CZ приступил к созданию Binance. В итоге проект Binance был запущен после привлечения $15 миллионов через ICO. Но когда в 2018 году начали появляться слухи о запрете крипты в Китае, где
где активно майнили биткоин, рынок очень сильно упал, в том числе и токены BNB торговались ниже цены ICO. Тем не менее, несмотря на эти проблемы, CZ нанял еще больше сотрудников, улучшил сервис и, самое главное, уменьшил комиссии, за счет чего всего за полгода Binance заняла первое место в рейтинге бирж и находится там по сей день. Лично мои первые шаги, а также история канала Coin22 началась именно с Binance. Ведь старые зрители канала прекрасно помнят наш плейлист по торговле, который уже собрал более 100 тысяч просмотров и помог многим начинающим криптоинвесторам. Мы снимали много видео и делились очень полезной информацией. И, кстати, полезной информацией мы продолжаем делиться не только на YouTube, но и в нашем телеграм-канале, где публикуются актуальные новости, самые важные события и эксклюзивные обзоры на монеты, которые вы не найдете в интернете. В телеграм мы постоянно на связи, чтобы вы всегда были первыми в курсе всех событий, а на рынке крипты это очень важно, поэтому обязательно подпишитесь. Активно работать с крипто я начал через Binance, ведь в 2018 году не было ни одной платформы, которая могла бы обеспечить подобный сервис, и скорее всего вашей первой криптобиржей также стала Binance, поскольку даже сейчас, когда появилось огромное количество конкурентов, при поиске запроса криптобиржа первой же ссылкой будет Binance. И без всякой предвзятости давайте будем откровенны, что Binance заслуженно занимает первое место в рейтинге, а все за счет ее развития, крупных партнеров и постоянных улучшений сервиса безопасности, а безопасность в крипте прежде всего. Ведь только за прошлый месяц хакерам удалось украсть более 360 миллионов долларов из-за взломов различных криптосервисов, таких как кросс-чейн-мосты, горячие кошельки и даже криптобиржи. И, кстати, больше всего было украдено именно с бирж, как, например, Polonix, а также HTX, с которых хакеры вывели почти 250 миллионов долларов. Поэтому Джастину Сану реально есть над чем поработать, чтобы его платформы не взламывали по несколько раз в месяц. В 2019 году у Binance был один случай взлома, но даже тогда все пострадавшие клиенты получили свою компенсацию. И понятно, что когда пользователи видят, как на протяжении 6 лет биржа полностью справляется со всеми главными задачами, они выберут именно ее. За всю историю существования крипты было много успешных и популярных бирж, но даже они банкротились. Наглядный пример MTGOX, которая по состоянию на 2014 год контролировала 70% торгового объема, но была полностью взломана хакерами. Bitfinex в 2016 году также пострадал от хакеров, которые украли 72 миллиона долларов. Ну и конечно же самое громкое банкротство 2022 года на сумму почти 9 миллиардов долларов – биржа кудрявого Сэма FTX. Все эти биржи были очень популярными на крипторынке, а FTX вообще была второй биржей в мире. Они предоставляли множество функций, имели большое количество клиентов, но отсутствие безопасности, а в случае с FTX честности, привело их к полному банкротству. Построить успешный проект – это только 50% выполненной работы, потому что самое сложное – это продолжить удерживать успех этого проекта. Binance с этим справляется, и несмотря на последние новости, связанные с уходом CZ, на платформе продолжают листиться новые монеты, а также они увеличивают количество стран, в которых Binance предлагает свои услуги. Ведь, например, в начале следующего года Binance начнет работать на территории Таиланда и будет сотрудничать с Департаментом энергетики Персидского залива. Также в прошлом месяце Binance запустила криптокошелек Web3, на котором можно хранить крипту, предварительно подвязав его к основному аккаунту биржи. И вообще, если взять самые популярные криптосервисы, как, например, кошелек Trust Wallet, у которого более 70 миллионов пользователей, а также CoinMarketCap, где мы каждый день можем получать актуальные котировки крипты, они принадлежат именно Binance. Дополнительно на рынок США работает Binance USA, за счет чего она получает общую рекламу бренда, поскольку все денежные операции проводятся отдельно от основной биржи. Собственно, это является ответом, почему Binance до сих пор остается лидером на крипторынке и имеет очень важное значение для всей индустрии. У Binance также есть свой фонд, который занимается инвестированием во все секторы криптовалютного рынка, за счет чего многие молодые проекты получают хорошее финансирование от биржи. И если уже говорить о будущем Binance, то она наверняка продолжит занимать первое место. Все, о чем мы говорили в сегодняшнем ролике, это плоды 6-летней работы, которые в любом случае останутся на долгие годы. Binance смогла завоевать доверие инвесторов, которые продолжают работать с биржей, какой бы новый фуд ни появлялся на рынке. Да, уход CZ не самая лучшая новость, но учитывая все резервы, функции и возможности биржи, мы никаких изменений не получили. В ближайшем будущем нам нужно быть готовым к тому, что рынок будет постоянно меняться. Будут создаваться правила регуляции или определенные регламенты для контроля крипты, ведь рынок масштабируется. Но мне кажется, что Binance к этому готова больше всех, потому что у нее есть лицензии в разных странах, опытная команда, а главное ее статус самой надежной биржи. Последние новости показали нам, что Binance готова выдержать любые давления регуляторов и спокойно продолжить предоставлять услуги своим клиентам, которые до сих пор отправляют на платформу миллионы долларов. Я привык верить цифрам, и они говорят сами за себя, потому что объемы торгов на фьючерсах в несколько раз превышают данные других бирж, и это касается абсолютно всех показателей. Криптовалюта напрямую зависит от Binance. Ведь, как я говорил еще в начале, любые новости или события, связанные с этой биржей, всегда оказывают влияние на цену монет. И пока Binance подтверждает свои резервы и предоставляет полную прозрачность, нам волноваться не стоит. Тема сегодняшнего ролика на самом
самом деле очень интересная, поэтому мне бы хотелось узнать, что вы думаете насчет биржи Binance и продолжаете ли вы использовать ее в работе. Обязательно напишите это в комментариях, а также не забудьте подписаться на наш телеграм-канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. А вам спасибо за просмотр, всем желаю удачи, до скорых встреч!